Привет, Эйяре мой. Одно сообщение – это все, что потребовалось. Одно сообщение от Чингука, и весь мир Тэхёна рухнул. Никто не должен был этого видеть, и никто не был готов это услышать. Но когда Тэхён прочитал эти слова, его улыбка исчезла. Его руки задрожали, и между ними все навсегда изменилось. Эйяре Муай думали, что знают правду. Они ошибались. Потому что то, что на самом деле написал Чингук, было гораздо больнее, чем можно было себе представить. В комнате было слишком тихо, когда Тэхён открыл сообщение. Не та мирная тишина, а та, что давит на уши, ожидая, когда что-то сломается. Свет от экрана телефона прорезал полумрак, одинокое уведомление, висящее там, как тикающие часы. Чингук. Никаких эмодзи, никакого тепла. Только слова. Тэхён заколебался на секунду. Он почти не нажал на него. Что-то в груди предупреждало его, это не просто очередное сообщение. Это была черта. И когда он его прочитал, у него перехватило дыхание. Не потому, что оно было длинным или драматичным, а потому, что оно было честным так, как Чингук никогда не был раньше. Каждое предложение казалось тихой исповедью и резким прощанием одновременно. Пальцы Тэхёна дрожали, когда он листал экран. Слова не кричали. Они не умоляли. Они не извинялись. Они просто резали. Он сидел неподвижно. Когда смысл медленно проник в его кости, он понял, Чингук не злился. Это было самым худшим. Он звучал спокойно, решительно, как человек, который принял решение задолго до того, как нажал кнопку «Отправить». Тэхён прошептал его имя под нос, словно Чингук мог услышать его через экран. Почему сейчас? Воспоминания ворвались без разрешения, ночной смех, общие взгляды, моменты, которые казались слишком реальными, чтобы быть просто совпадением, моменты, за которые Тэхён тихо держался, веря, что они что-то значат. Но это сообщение говорило об обратном, оно говорило, что все, что Тэхён считал неразрушимым, все это время было хрупким. Он пытался напечатать ответ, удалял его, пробовал снова и снова удалял. Что сказать, когда человек, которому ты доверяешь, внезапно отступает? Что сказать, когда кто-то, кто тебе дорог, проводит границу, о существовании которой ты и не подозревал? На другом конце города Чингук смотрел в свой телефон, видя, как под его сообщением появилась отметка «Прочитано». Он не улыбался. Он не расслабился. Напротив, в груди все сжалось, потому что отправка этого сообщения не облегчила ситуацию, она сделала ее реальной. В своей комнате Тэхён наконец встал, меряя шагами пространство, словно стены сжимались. Сообщение проигрывалось в его голове снова и снова, с каждым разом ударяя все сильнее. Чингук не просто говорил о расстоянии, он говорил о переменах. А перемены были пугающими. Тэхён еще раз взглянул на экран. Он понял, что бы ни решил Чингук, это не мелочь. И что бы ни случилось дальше, это потрясет все, что они построили. На экране Чингука появилось облачко «Печатает», затем исчезло, затем появилось снова. Оба ждали. Ни один из них не знал, исправит ли следующее сообщение все или разрушит то, что осталось. Облачко печати исчезло. Чингук уставился в пустой экран, сжав челюсти, его большой палец завис в воздухе, словно малейшее движение могло разрушить тот хрупкий баланс, который у него остался. Он знал, что Тэхён снова перечитывает каждое слово, препарирует их, ища то, чего там больше нет. На другом конце города Тэхён опустился на край кровати, телефон все еще светился в его руке. Это сообщение не было жестоким, именно это делало его невыносимым. Чингук не обвинял его, не упрекал, он просто отстранился. Тэхён наконец заставил себя напечатать: «Почему ты говоришь так, будто все уже кончено?» Сообщение отправлено. Прошли секунды. 10, 20. Каждый удар сердца казался громче. Наконец Чингук ответил. Медленнее, чем обычно, потому что притворяться становится все труднее.
Тэхён сглотнул, притворяться чем? Чингук закрыл глаза, прежде чем напечатать, что у нас все в порядке. Это одно предложение ударило сильнее всего. Тэхён снова вскочил. Его разум прокручивал каждый недавний момент. Каждую фальшивую улыбку Чингука. Каждую тихую паузу, которую он проигнорировал. Каждый раз, когда Чингук выглядел так, будто хотел что-то сказать, но не решался. «Ты должен был сказать мне», — написал Тэхён. «Не так». Чингук прочитал это, чувствуя, как сжимается сердце. «Я пытался», — ответил он. «Ты просто никогда не замечал». Слова повисли между ними, как открытая рана. Тэхён перестал ходить. «Никогда не замечал». Это обвинение, мягкое, почти нежное, было острее гнева. «Значит, теперь это моя вина?» Чингук не ответил сразу. Он не пытался обвинить Тэхёна, но и не забирал свои слова назад. «Я говорю, что я тихо тонул», — наконец напечатал он, «а ты стоял прямо здесь». Тэхён почувствовал, как внутри него что-то треснуло. Воспоминания, которые он считал прочными, теперь казались зыбкими. Сколько раз Чингук улыбался, лишь бы избежать правды? Сколько моментов Тэхён ошибочно принимал за мирное молчание? «Почему ты говоришь мне это сейчас?» — спросил Тэхён. Ответ пришел еще медленнее, потому что я больше не могу притворяться, что близость к тебе не причиняет боли. Это было все. Это было то самое предложение, которое лишило Тэхёна кислорода. Он перечитывал его снова и снова. Чингук не просто просил пространства, он говорил, что Тэхён, человек, которому он доверял больше всего, стал источником его боли. Руки Тэхёна дрожали. «Так чего же ты от меня хочешь?» Чингук смотрел на экран. Он не знал, хватит ли ему сил сказать правду. «Я хочу, чтобы ты перестал держаться за то, что я уже отпускаю». Тэхён замер. «Отпускаю». Эти два слова отозвались в голове громче всего. Он боролся за то, чтобы защитить то, что Чингук уже начал отпускать. На экране Тэхёна появилось облачко печати, остановилось, появилось снова и исчезло. Оба стояли на краю правды, которой ни один не был готов. И то, что Тэхён скажет дальше, решит, станет ли это концом или началом чего-то еще более болезненного. Тэхён не ответил сразу. Тишина между ними стала тяжелее любого спора. Чингук наблюдал за экраном, словно тот мог взорваться, каждая секунда растягивалась в вечность. Наконец пришло сообщение: «Значит, ты уже все решил». Чингук медленно вдохнул. «Я решал это долгое время». Это было больнее, чем он ожидал. Тэхён откинулся на кровать, глядя в потолок, словно правда могла быть написана там. «Ты никогда ничего не говорил». «Потому что я боялся того, что произойдет, если я скажу», — ответил Чингук. «А теперь я еще больше боюсь того, что произойдет, если я промолчу». Тэхён закрыл глаза. Боязнь. Это слово не вязалось с образом Чингука. Он должен был быть бесстрашным, уверенным, всегда идущим вперед. Но теперь его слова были полны колебаний и тихого истощения. «Что изменилось?» — спросил Тэхён. Пальцы Чингука зависли над кнопками. Все изменилось, но он не мог этого сказать. «Я устал чувствовать себя невидимым рядом с тобой». Тэхён сжал телефон. «Это неправда». «Это не обязательно должно быть правдой, чтобы казаться реальным», — ответил Чингук. Тэхён снова встал, шагая быстрее, разочарование и страх переплелись внутри. «Ты думаешь, я тебя не вижу? Думаешь, мне плевать?» Чингук прочитал сообщение, его лицо было непроницаемым. «Я думаю, ты меня видишь», — напечатал он. «Я просто не думаю, что ты выбираешь меня». Это предложение прозвучало как тихий взрыв. Тэхён замер. «Выбираешь меня». Дело было не во внимании. Не во времени. Дело было в приоритетах.
«Не тебе это решать за меня», — написал Тэхён. Ответ Чингука был мгновенным: «Тогда докажи мне». Тэхён уставился на слово. Как доказать то, что никогда не должно было ставиться под сомнение? Я был здесь все это время. Стоять рядом со мной — это не то же самое, что стоять за меня, ответил Чингук. Воздух казался слишком густым. Тэхён чувствовал, что теряет что-то, о чем даже не подозревал, что оно ускользает. «Так что ты на самом деле хочешь сказать?» Напечатал он. Чингук долго не отвечал. «Я говорю, что если мы продолжим в том же духе, мы разрушим все, что осталось». Пальцы Тэхёна задрожали. «А если мы остановимся?» Чингук смотрел на экран. Это был вопрос, которого он избегал. Тогда мы, возможно, наконец узнаем, что было настоящим, или поймем, что спасать было нечего. Тэхён чувствовал, как сердце колотится в ушах. Это была не ссора, это был предел. Облачко печати снова появилось на экране Тэхёна. Чингук наблюдал, зная, что следующее слово изменит все. И впервые ни один из них не был уверен, что действительно хочет знать ответ. Тэхён наконец написал: «Если ты уже уходишь, просто скажи это». Чингук долго смотрел на эти слова, потому что правда заключалась в том, что он не уходил. Он стоял на месте, пока все вокруг него рушилось. «Я не хочу уходить», — ответил Чингук. «Я просто не знаю, как остаться, не потеряв себя». Тэхён почувствовал болезненный укол в груди. «Ты думаешь, я причина того, что ты теряешь себя?» Чингук замялся. «Я думаю, я забыл, кем пытался быть, когда я с тобой». Это не было обвинением, это было признанием. Тэхён закрыл глаза. «Ты никогда мне этого не говорил». Я не знал, как. Тишина снова растянулась между ними. Снаружи город продолжал жить, не зная, что слова разрушают нечто хрупкое. Тэхён медленно печатал: «И что теперь?» Ответ Чингука был тише всего, что он писал до этого. «Теперь мы перестаем притворяться, что это легко». Тэхён выдохнул воздух, который сам не замечал, как удерживал. И тогда Чингук посмотрел на экран с тяжелым сердцем, и тогда мы либо боремся за что-то настоящее, либо наконец признаем, что все это время боялись правды. Телефон Тэхёна снова завибрировал. Еще одно сообщение. «Есть кое-что, чего я тебе не сказал». Пульс Тэхёна подскочил. «Что?» Чингук уставился в телефон. Это была часть, которой он избегал. «Причина, по которой я написал тебе сегодня вечером». Тэхён выпрямился. «Просто скажи». Облачко печати появилось, исчезло, появилось снова. Чингук вдохнул и отправил: «Потому что я не знаю, смогу ли я завтра стоять рядом с тобой так, как стоял всегда». Тэхён почувствовал, как мир накренился. «Завтра» — это не было эмоцией, это было реальностью. «Почему?» — напечатал он. Ответ Чингука был кратким: «Потому что завтра все изменится». Тэхён смотрел на экран, страх закрадывался внутрь. Что бы ни скрывал Чингук, это было нечто крупное. И если это было способно заставить его сомневаться во всем, значит, то, что случится завтра, ударит сильнее любого сообщения. Тэхён не стал ждать. Что произойдет завтра? Чингук сжал челюсти. «Тебе это не понравится». От этого сердце Тэхёна забилось еще быстрее. «Попробуй, скажи». Долгая пауза. Затем Чингук ответил: «Завтра будет принято решение. Большое решение. И я его часть». Тэхён крепче сжал телефон. «О чем?» «О будущем». Это слово прозвучало тяжелее, чем должно было. Тэхён мерил комнату шагами. «Чьем будущем?» «Твоем?» «Нашем?» Чингук прочитал. В этом-то и проблема. Тэхён сглотнул. «Ты планируешь уйти, не так ли?» Чингук закрыл глаза.
Не уйти из мира, не исчезнуть, а оставить это. Я планирую выбрать то, что боялся выбрать раньше. Тэхён почувствовал напряжение в груди. Ты говоришь загадками. Чингук медленно выдохнул. Потому что если я скажу это прямо, это станет реальным. Тэхён остановился. Все равно скажи. Снова пауза. Затем, возможно, завтра я больше не буду стоять рядом с тобой. Слова прозвучали как беззвучный удар грома. Пальцы Тэхёна задрожали. Такие вещи не бросают просто так посреди разговора. «Я знаю», — ответил Чингук. «Поэтому я ждал слишком долго». «Почему ты не сказал раньше?» «Потому что надеялся, что ты дашь мне причину не уходить». У Тэхёна перехватило дыхание. «Значит, это какая-то проверка». Чингук не стал отрицать. «Это последний шанс». Тэхён почувствовал ярость, смешанную со страхом. «Ты не имеешь права заставлять меня доказывать что-то на пустом месте. А ты не имеешь права держать меня в ловушке того, что меня разрушает». Тишина. Слова были тяжелее всего предыдущего. Тэхён наконец написал: «Если ты уйдешь, ты не просто изменишь свою жизнь». Чингук ждал. «Ты изменишь и мою». Чингук прочитал это, сердце сжалось. «Этого я и боюсь». Тэхён смотрел на экран, понимая нечто болезненное. Чингук не угрожал, он уже наполовину ушел. «Скажи мне, что это за решение?» – потребовал Тэхён. Облачко печати появилось и исчезло. Чингук вдохнул и отправил: «Это о том, останусь ли я там, где я есть, или сделаю шаг во что-то, что перепишет все». Сердце Тэхёна колотилось. Что бы это ни было, оно было достаточно мощным, чтобы утянуть Чингука. И если Тэхён скоро не поймет, в чем дело, завтра он может потерять его навсегда. Тэхён ответил мгновенно: «Перепишет все». «Как?» Чингук знал, что весь вечер ходил вокруг да около. «Так, как ты не готов услышать. Не тебе решать, к чему я готов». Чингук почти улыбнулся. «Почти. Я и не решаю за тебя. Я просто говорю правду». Тэхён снова начал ходить, разочарование жгло сквозь страх. «Тогда скажи мне всю правду». Долгая пауза. Чингук медленно печатал: «Завтра меня попросят стать той версией себя, которая не вписывается в то, где я сейчас». Тэхён нахмурился от этой расплывчатости. «Это не ответ. Это единственный ответ, который я могу дать, не разрушив что-то прямо сейчас. Ты уже все разрушаешь». Чингук почувствовал это. «Я знаю». Тэхён замер. «Это из-за меня?» Чингук ответил не сразу. Это был единственный ответ, который был нужен Тэхёну. «Ты выбираешь что-то вместо меня». Чингук закрыл глаза. «Я выбираю себя». Это было хуже всего. В груди Тэхёна все сжалось. «И где это нас оставляет?» Чингук замялся. По разные стороны двери, которая вот-вот закроется. Тэхён почувствовал холод. «Ты правда это делаешь?» «Я тихо делал это месяцами». Это признание ударило сильнее любой угрозы. «Месяцами», — написал Тэхён. «Ты думал об уходе месяцами и ничего не говорил?» «Я надеялся, что ты дашь мне причину остаться». Тэхён почувствовал тяжесть этих слов. «Это несправедливо». Как и медленно исчезать, притворяясь, что все хорошо. Снова тишина. Затем Тэхён написал то, что не собирался: «А если я попрошу тебя остаться?» У Чингука перехватило дыхание. «Ты уже просил», — ответил он. «Просто не словами». Тэхён уставился на экран. «Тогда что заставит тебя остаться?» Большие пальцы Чингука зависли над кнопками. Это был вопрос, на который он боялся отвечать. «Я не знаю, сможешь ли ты дать мне то, что мне нужно». Тэхён почувствовал острую боль в груди.
Ты даже не даешь мне попробовать. Чингук сглотнул. Это решит завтрашний день. Телефон Тэхёна снова ожил. Мы встречаемся утром. Сердце Тэхёна пропустило удар. Встречаемся с кем? Чингук ответил не сразу. Когда он это сделал, это была одна строчка: с людьми, которые могут изменить мое будущее. Тэхён смотрел на экран, осознавая нечто ужасающее. Что бы ни ждало Чингука завтра, оно могло забрать его, и Тэхён не знал, будет ли у него еще один шанс это остановить. Пальцы Тэхёна дрожали. Значит, это все? Ты поговоришь с ними, и вдруг я перестану иметь значение. Чингук сжал челюсти. Я этого не говорил. Но это звучит именно так. Чингук медленно выдохнул. Дело не в том, чтобы заменить тебя. Дело в том, чтобы наконец выбрать то, чего я слишком боялся захотеть. В груди Тэхёна все горело. А я просто препятствие на пути. Чингук закрыл глаза. Ты никогда не был препятствием. Просто ты слишком близко, чтобы увидеть, как далеко друг от друга мы стали. Это было больнее любого оскорбления. Тэхён ответил: ты не можешь перечеркнуть то, кем мы были, только потому, что тебе сейчас страшно. Ответ Чингука пришел быстро: мне не страшно. Я устал. Тэхён замер. В этом слове была изнуренность, а не сомнение. От меня. От притворства, что этой версии нас достаточно. Тишина. Тэхён тяжело опустился на кровать. И что ты им завтра скажешь? Чингук смотрел в потолок. Что я готов. У Тэхёна все оборвалось внутри. Готов к чему? Сделать шаг вперед, а не оставаться в тупике. Голос Тэхёна, если бы он заговорил, сорвался бы: и ты думаешь, что это я удерживаю тебя в тупике? Чингук не хотел отвечать на это. Я думаю, что боязнь причинить тебе боль мешала мне быть честным. Руки Тэхёна дрожали. Значит, причинить мне боль сейчас – это лучше? По крайней мере, это по-настоящему. Это было самым жестоким. Тэхён напечатал последний вопрос. Если бы меня не было рядом, тебе было бы легче? Чингук долго смотрел на экран. Я не знаю, выжил бы я после такого. У Тэхёна перехватило дыхание. Тогда почему ты это делаешь? Ответ Чингука был тихим, но сокрушительным, потому что любовь к тебе не должна ощущаться как потеря самого себя. На экране Чингука снова появилось облачко печати. Тэхён писал. Что бы он ни сказал дальше, это могло быть последним, что их связывало. И Чингук не был уверен, что у него хватит сил это прочитать. Глава 8. Сообщение Тэхёна наконец пришло: тогда не заставляй меня смотреть, как ты уходишь. Чингук почувствовал, как сжалось сердце. Я не пытаюсь оставить тебя позади. Но ты именно это и делаешь. Чингук запустил руку в волосы, разрываясь между разочарованием и страхом. Я пытаюсь стать тем, с кем я смогу жить в ладу. Ответ Тэхёна был мгновенным: а как же тот человек, с которым ты жил все это время? Чингук не ответил, потому что хорошего ответа не было. Ты думаешь, мне легко? Написал Тэхён. Думаешь, я сейчас не ломаюсь? Чингук сжал челюсти. Я знаю, что это так. Тогда зачем продолжать давить? Чингук сглотнул. Потому что остановиться значит остаться запертым в чем-то, что медленно убивает того, кем я должен стать. Тэхён почувствовал эти слова, как резкий ветер в груди. Значит, я просто сопутствующий ущерб? Ты никогда не был ущербом, ответил Чингук. Ты причина, по которой я колебался. Это было почти хуже. Тэхён посидел в тишине, а затем напечатал: они знают обо мне? Чингук замялся. Они знают, что я не там, где должен быть. Они знают почему? Снова пауза. Нет. Тэхён медленно выдохнул.
Значит, теперь я — секрет. Чингук вздрогнул. Это не так. Но я чувствую это именно так. Чингук смотрел на экран, понимая, как глубоко это ранит. Я никогда не хотел, чтобы ты чувствовал себя невидимым. Тогда почему я это чувствую? У Чингука не было ответа.